феврале 2025 года Верховный суд Таджикистана вынес исторический приговор, осудив бывшего министра иностранных дел Хамрахона Зарифи к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота. Это решение стало одним из самых громких судебных актов последних лет и вызвало бурную общественную дискуссию, отражая глубокие политические и социальные трения в стране. Дело Зарифи привлекло внимание не только политиков и экспертов, но и широкой общественности, поскольку его фигура долгое время считалась символом дипломатической остроты и международного авторитета Таджикистана. Обвинения, выдвинутые против него, включали попытку подрыва стабильности государственного строя и организацию переворота, что, по мнению обвинения, могло привести к хаосу в регионе. Основные подробности дела свидетельствуют о том, что обвиняемый, используя свое высокое положение и дипломатический опыт, якобы пытался мобилизовать политические силы внутри страны для изменения действующей власти. Суды обратили внимание на многочисленные факты, подтверждающие его связь с оппозиционными кругами и на наличие секретных каналов коммуникации, через которые, по мнению следствия, велась организация переворота. Обвинение утверждало, что Хамрахон Зарифи использовал свои контакты для создания альянса, способного нарушить конституционный порядок, что представляло угрозу национальной безопасности и стабильности государства. В ходе судебного разбирательства были представлены материалы, свидетельствующие о том, что Зарифи активно участвовал в переговорах с представителями различных политических сил, стремясь воспользоваться нестабильностью в стране для достижения своих амбициозных целей. Судебные эксперты отметили, что его действия не могли быть расценены как простое политическое недовольство, а представляли собой четко организованную попытку переворота, подкрепленную документальными и вещественными доказательствами. Представители правоохранительных органов подробно описывали сложную сеть связей, охватывающую как высшие эшелоны власти, так и влиятельные бизнес-структуры, которые, по их мнению, были вовлечены в заговор. Несмотря на официальные версии, это дело разделило общество на два лагеря. С одной стороны, сторонники жестких мер по защите государственного строя приветствовали приговор, считая его необходимым для сохранения стабильности и предотвращения дальнейших попыток переворота. С другой стороны, определенная часть граждан и политических оппонентов считала, что дело было политически мотивированным и использовалось для подавления оппозиционных сил внутри страны. Общественные дебаты разгорелись как никогда ранее. На улицах, в социальных сетях и на телевидении звучали мнения о том, что подобные процессы могут нанести непоправимый ущерб демократическим институтам и свободе выражения мнений. В ходе судебного процесса заслушивались мнения ведущих юристов и политологов, которые пытались оценить масштаб угрозы, исходящей от переворота, и его возможное влияние на международные отношения Таджикистана. Эксперты отмечали, что подобное дело имеет далеко идущие последствия, затрагивая не только внутреннюю политику, но и репутацию страны на международной арене, где стабильность и предсказуемость играют решающую роль. Судебный процесс проходил в условиях повышенной секретности, и доступ к некоторым материалам был ограничен, что лишь подлило масло в огонь общественных споров. Высокопоставленные лица из различных сфер заявляли, что данный приговор – важный шаг на пути к укреплению законности и порядка в Таджикистане, несмотря на критику со стороны оппозиции и правозащитников. Решение Верховного суда, вынесенное в феврале 2025 года, стало поворотным моментом в истории современной таджикской политики. Суд признал Хамрахона Зарифи виновным в организации переворота, что, по мнению судебных экспертов, ставило под угрозу стабильность и суверенитет государства. Приговор, предусматривающий 27 лет лишения свободы, вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Многие аналитики отмечали, что такой жесткий вердикт является сигналом для всех, кто пытается нарушить установленные правовые нормы,
и послужит сдерживающим фактором для будущих попыток подрыва государственной власти. В общественном резонансе прозвучали и слова поддержки для приговора, и обвинения в политически мотивированном преследовании. Оппоненты считали, что дело Зарифи использовалось как инструмент подавления политической оппозиции, а обвинения в государственном перевороте были преувеличены для создания страха и недоверия к любым попыткам реформ. Таким образом, осуждение бывшего министра иностранных дел Хамрахона Зарифи стало не только судебным решением, но и важным политическим событием, которое раскрыло глубокие трещины в системе государственной власти Таджикистана. Оно вынудило общество задуматься о границах допустимого в политике, о необходимости укрепления верховенства закона и о том, как важна прозрачность в управлении страной. При этом это дело получило широкое освещение в международных СМИ, вызвав бурю дискуссий о правосудии, демократии и необходимости борьбы с коррупцией в постсоветском пространстве. Многие эксперты подчеркивали, что подобные судебные процессы имеют огромное значение для формирования устойчивых демократических институтов и повышения доверия граждан к государственным органам. На фоне разгоревшихся общественных дебатов и политических потрясений, многие видели в этом приговор шаг на пути к реформированию правовой системы и усилению контроля над властью. Резонанс, вызванный этим делом, стал предметом многочисленных аналитических статей, ток-шоу и обсуждений, что свидетельствовало о том, что вопросы государственной безопасности и правосудия выходят за рамки узких политических споров, затрагивая фундаментальные ценности общества. Таким образом, дело Хамрахона Зарифи и вынесенный приговор стали важной вехой в истории современной таджикской политики, подчеркнув, что государственная власть не потерпит попыток подрыва установленного порядка и что правосудие, каким бы жестким оно ни казалось, является залогом стабильности и процветания страны. Этот случай продолжает служить предметом глубокого анализа, вызывая вопросы о природе власти, ответственности лидеров и о том, насколько важно общество, способное требовать прозрачности и справедливости от своих правителей.